Привет, мои дорогие! Все, кто меня знает, говорят, что мне особенно хорошо удаются в жизни две вещи. Это написание стихов и еда. Ну, я с этим согласна, и то, и другое важно. Давайте сегодня начнем со стихов. Какое счастье быть с тобой в ссоре, от всех забот взять отпуск дня на 2, свободной птицей в голубом просторе парить, забыв обидные слова. Какое счастье, на часы не глядя, в кафе с подружкой кофе пить, болтать и на тебя эмоции не тратить, и вообще тебя не вспоминать. Какое счастье, как бывало раньше, поймать глазами чей-то взгляд в толпе и, замирая, ждать, что будет дальше, и ничего не объяснять тебе. Какое счастье смазать чуть помаду и на углу купить себе цветы. Ревнуй, Отелло, так тебе и надо, такую жизнь себе строил ты. Какое счастье сесть в троллейбус поздний и плыть неспешно улицей ночной, и увидать на темном небе звезды, и вдруг понять, как плохо быть одной. Какое счастье поздно возвратиться, увидев свет, знать, дома кто-то есть. И выйдешь ты и скажешь: хватит злиться, я так устал, дай что-нибудь поесть. А теперь не менее важная часть нашей сегодняшней встречи. Будем прокладывать путь к сердцу мужчины. Известно, что он через желудок, но он бывает и не очень легкий, и не очень быстрый. Сначала я вам расскажу, что будем делать, а потом расскажу, как я прошла этот путь. Мы сегодня не будем делать новомодные блюда. Ни салат «Цезарь», ни суши, даже не шашлык. И, конечно, не лазанью. Мы будем есть то, к чему мы привыкли, что я всю жизнь ем. Это картошка, жареная картошка. Картошку важно правильно выбрать. Вот у нас картошка синеглазка, без глазок. Так вот мне мама говорила всегда: когда идешь на рынок, выбирай картошку, чтобы она была ровненькая и, по возможности, без глазок. Такая картошка во время жарки не становится такой общей массой, а сохраняет форму. Картошку мы будем жарить на сале с луком. Нужно купить сало. Конечно, лучше покупать на рынке. Я выбираю сало с прожилками мясными. Вот я вам покажу, какое сало. На рынке, кстати, я когда подошла покупать сало, так посмотрела, какое мне выбрать. А продавщица говорит: ой, Ларисочка, я вас узнала. Вам какое сало? Как Володя Винокур любит или как Ирочка Аллегрова? Я сказала: сало.ру. И выбрал вот этот замечательный кусочек сала. Но сала должно быть много, потому что, когда большое количество жира, картошка получается особенно вкусная. Я сейчас перестала резать картошку, а перешла к салу, чтобы оно пока ждало нас на сковородке, уже топилось. И мы потом картошку порежем и прям туда положим в шипящее растопленное сало. Теперь лук резать. Я сама не очень люблю, ну что поделаешь, надо резать лук. Я вот так режу, просто так, потом еще раз так, и потом на сковородку. Лука тоже не жалейте, вот так. Я вообще все делаю на большом огне, хотя иногда говорят на маленьком, чтобы не подгорело. Чтобы не подгорело, уходить не надо от плиты, отвлекаться, ходить, поговорить по телефону. Готовишь? Готовь. Стой у плиты и наблюдай, как это жарится, как это шкварчит, как это парится. И результат не заставит себя ждать. Вот, а теперь, пока у нас топится сало, я расскажу, как я этот путь к сердцу моего мужа прокладывала. Мы уже были взрослые, когда познакомились, и я уже хотела выйти замуж очень, потому что уже я вышла на финишную прямую, 30 лет, и пора. Ну, как-то все не складывалось, и вдруг встретился такой замечательный человек. Думаю, надо как-то мне сделать так, чтобы он на мне женился. Я знала, что мама у него очень вкусно готовит. И мои подруги говорили: ты его не завоюешь, ты же не готовишь. Как-то я не готовлю, я тоже все умею делать. Однажды мы поехали к нашим друзьям на дачу. А у них был такой прием по-французски. Все называлось французскими названиями. Мы пили какое-то питье тоже такое французское. Короче говоря, приехали мы домой ко мне. Еще день не кончился. И муж сказал, что он не наелся. Ну, тут и пробили литавры в честь нашей будущей свадьбы. Я поняла, что пробил час, когда я должна его завоевать. Решила я ему пожарить картошку. Растопила сало. Я старалась все делать так аккуратно. Забавляла его рассказами из своей жизни. Читала немножко стихов.
В общем, он был готов к тому, чтобы прийти в восторг от того, что я приготовила. Что и произошло. Он поел мои картошки, потом понял, что мамка мамкой, а тут тоже вроде человек не промах. Не прошло и года, и мы поженились. Так что кто по моему пути пойдет, поверьте, что удача ждет вас. Картошку мы положили к салу. Она будет себе жариться, шкварчать, а мы займемся еще одним делом. Смотрите, как я готовлю. Вам не все нравится. Вы лучше делаете. Присылайте рецептики. Я такой человек, я с удовольствием слушаю тех, кто умнее меня, и слушаю тех, кто делает лучше, чем я. Такие встречаются часто. Присылайте рецепты своей картошки. Я их с удовольствием повторю и буду вам всегда благодарна. А моя картошка уже почти готова. Сейчас я подготовлю селедку, потом к картошке нужно будет, у кого есть кислая капуста, маринованные грибы. Но вы сами знаете, что подходит. А я займусь селедкой. Селедку надо покупать целую, жирную. Взглянуть ей в глаза, встретиться взглядом. Глаза должны быть красные. Это, кстати, такая штука, не все знают. Запомните, если за глаза красные, значит, она уже готова. Бери меня. Берем. Ну, я уже почистила ее. Тут еще очень важно, какой лук будет лежать на селедке. Конечно, лучше красный ялтинский лук. Если нет ялтинского, просто красный. Если красного нет, то любой. Берем лук, режем его. Вот так. Вот так. А теперь сахарком посыпем. Вот это удивительно, но поверьте, что это будет очень вкусно. Теперь его помять вот так рукой. И посыпать селедочку. Кстати, когда вы будете ставить на стол кислую капусту, не забудьте полить ее маслом и тоже посахарить, потому что это будет совсем другое дело. Вот такая красота у нас получилась. А картошка, помните, когда кто пионерами был, помните, как в пионерском лагере пели: «Здравствуй, милая картошка, картошка, низко, бьем тебе челом». Помните? Даже дальняя дорожка нам с тобой нипочем. И нам все нипочем. Картошка, селедка, выпивка. Конечно, картошку можно есть прямо со сковородки, но мы будем вести себя культурно, положим на тарелку. Но я хочу вас попросить, мои дорогие, подписывайтесь на мой канал «Кулинарные стихи» Ларисы Рубальской. Ставьте лайки, колокольчики. Мы будем очень рады. А мой инстаграм – Рубала Лара. И присылайте свои рецепты. Кстати, мы объявляем конкурс. И кто победит в своих предложениях, получит от нас вот такой замечательный подарок – larchik.ru и еще что-нибудь. И вообще мы про вас расскажем. И пригласим вас сюда, в студию. Будем очень рады. И вместе приготовим ваши блюда. У нас будет настоящий поединок. Переходим к нашей трапезе. Кладем на тарелочку картошку с салом. Кстати, картошка не такая уж простая штука, как кажется. Вот, например, вы хотите купить картошку, и вам лень ее резать, чистить, и вы идете в супермаркет, покупаете вот такой пакет замороженной, порезанной картошки. Не советую, она по цене дороже ананасов. Кстати, насчет цены. Она же произошла, эта картошка, в Перу. В Перу она стоила дороже апельсинов. Очень легко понять, почему. За апельсинами ухаживать не надо, рви да ешь, а картошку надо за ней как-то ухаживать. Потом она как-то попала в Голландию, из Голландии привез ее к нам Петр I и стал раздавать народу, чтобы сажали у себя картошку. А люди подумали, что это так дешево нам картошку раздают, наверное, это ничего не стоит, и не стали ее брать. Умный Петр I велел стражникам положить это под замок и как бы караулить. На самом деле, пускай берет кто хочет, только опасаясь. И люди подумали, ее хранят под замком, значит, весь ценное, стоящее. Пробирались, брали эту картошку и сажали у себя на участках. Ну, а результат сами знаете какой. Полюбили картошку всем сердцем. И я полюбила всем сердцем и картошку, и селедку. Я, кстати, вам не говорю обычно там посолите, поперчите. Такие обычные вещи, что их зря повторять. Каждая хозяйка знает, что надо посолить, поперчить, посахарить по вкусу. У кого какой вкус.
А сейчас мы сделаем красоту. Не просто так будем вилкой есть селедку. Мы сделаем, знаете, такие маленькие кусочки. Кто-то мне говорил, что они называются пыжик. На них вот такой пыжик. На него кусочек селедки. На селедку кусочек лука. Что-то у нас тут чего-то не хватает. Что-то у нас такое есть пустое. А пустое быть не должно. Сейчас мы это наполним. Чтобы не скучно было селедку и картошку есть, наливаем себе понемножку, кто сколько хочет. Я немножко люблю для настроения и для здоровья. Немножко водочки, желательно холодной, как у меня. Ну что, приятного аппетита! Опа! За счастье! А сейчас маленький рецепт счастья. Знаете, каждый пишущий стихи человек остается в истории какой-то особенной строчкой, да? Любите живопись, поэты. Мой дядя самых честных правил. Ну что-нибудь, поэт в России больше, чем поэт, ну что-нибудь, чтобы мы потом цитируем. И у меня тоже есть одна строчка, она не поэтическая, но я и горжусь. Когда-то в интервью с журналистами меня спросили, а что такое счастье? Я совершенно не думая ответила, и с тех пор повторяю свой рецепт всегда. Счастье – это когда есть чем кормить и кого кормить. Если есть чем, значит, вы работаете, у вас есть на что купить это все. А если есть кого кормить, значит, вы не одиноки. Это же очень-очень важно. Все в жизни бывает, и все может быть. Из нас только пленник, в ней каждый. Но главное просто кого-то любить, а все остальное не важно. Вот мой рецепт счастья. Загадайте желание. Подержитесь за мою руку левую. Она приносит удачу, и ваше желание обязательно исполнится. Отлично. Стоп. Стоп, Адольф.